Всем привет, друзья! Я знаю, как давно вы просили меня снова снять видео по приготовлению зефира. На моем канале уже есть видео по приготовлению зефира, но в этот раз я решила приготовить кофейный зефир с карамельной начинкой. Поверьте, это безумно вкусно. В приготовлении кофейного зефира есть определенные нюансы. Как сделать его еще и с начинкой, расскажу в этом видео, досмотрите до конца. Но прежде не забудьте подписаться на мой канал и поставить сердечко. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также в описании под видео я оставлю этот список для вашего удобства. И перед тем, как вы начнете готовить зефир, обязательно заранее подготовьте насадку и кондитерский мешок. Я буду использовать насадку 1М. С ней зефир получается более рельефный, с красивой юбочкой, но вы можете взять абсолютно любую насадку, хоть 1Б, хоть обыкновенную круглую, уже смотрите, как вам больше нравится. Насадку вставляем в кондитерский мешок, хвостик обязательно выбрасываем для того, чтобы он не попал в зефир. И теперь кондитерский мешок с насадкой мы одеваем на высокий стакан. Я использую стакан от блендера, вы можете взять хоть любую вазу, либо любую высокую емкость, которая у вас есть. Также для начинки нам понадобится соленая карамель. Рецепт карамели также есть на моем канале. Если не сможете найти, ссылку найдете в описании под этим видео. Соленую карамель мы храним в холодильнике, поэтому за час-два до приготовления зефира обязательно достаньте ее, чтобы она была комнатной температуры. Если вы не любите карамель или хотите использовать какую-то другую начинку, то можно взять густой джем, либо даже шоколадный ганаш. Теперь кондитерский мешок точно так же закрываем, завязываем узелок и отставляем в сторону. И займемся приготовлением рабочей поверхности, на которую мы будем отсаживать зефир. Можно взять либо подложку под торт, как у меня большую, либо же поднос, либо противень от духовки, конечно же, холодный, и выложить на него пергамент. Делаем это все обязательно до того, как мы начинаем готовить зефир, это важно. Теперь приступаем к самому интересному. Берем чашу от блендера, добавляем туда яичный белок, сахар смешиваем с кофе. Я использую молотый кофе натуральный. Вы можете взять хоть растворимый, но качественный. Выкладываем яблочное пюре. Как приготовить яблочное пюре, также есть на моем YouTube-канале. Ссылку найдете в описании под этим видео. И теперь отставляем дежу в сторону. Займемся теперь сиропом. В сотейник с толстым дном добавляем воду, агар-агар, я использую агар с силой геля 900, и сахар. И отправляем на плиту на средний огонь. Мы будем готовить все вместе взбивать белок и варить сироп. Все будет происходить одновременно. Сироп у меня варится на средней температуре. Белок взбиваем сначала на средней скорости. Обязательно помешивайте сироп, чтобы агар-агар не прилип к дну сотейника. Это очень важно, потому что если вы не будете помешивать, весь агар останется на стенках сотейника, и тем самым в зефир пойдет меньшее количество, чем нужно было. Сироп мы варим примерно 3-4 минуты, ориентируемся на ниточку. Я не использую градусник, потому что они часто обманывают, показывают неверную температуру. То есть у вас должна тянуться от лопатки тонкая-тонкая ниточка. Когда белок хорошо взбился и сироп сварился, тонкой струйкой мы вливаем сироп во взбивающийся белок. У меня уже максимальная скорость, я скорость не уменьшаю. Вливайте сироп осторожно, чтобы он не намотался на венчик. Скорость мы не уменьшаем. После того, как весь сироп добавили во взбивающийся белок, взбиваем еще буквально 10 секунд, и все, масса готова. Как видите, она получилась очень густая, не растекается. И сейчас на данном этапе вам нужно работать очень быстро, потому что агар застывает мгновенно, поэтому работаем очень быстро. Перекладываем массу уже в подготовленный кондитерский мешок. Как видите,
Очень удобно, что у нас уже все готово, потому что если бы вы сейчас начали подготавливать кондитерский мешок и насадку, то за это время зефирная масса уже бы остывала. И после отсадки такой остывшей зефирной массы зефир мог получиться рыхлым. Теперь отсаживаем небольшие зефирки на рабочую поверхность в один слой и в серединку добавляем соленую карамель. Теперь нам нужно снова закрыть зефирной массой наш зефир. Тем самым у нас получается цельный зефир, а внутри прячется начинка. То есть отсаживаем один слой зефира, в серединку карамель и снова закрываем все зефирной массой. Точно так же мы поступаем, если у вас начинка любая, неважно, соленая карамель, либо джем. Принцип одинаковый. Единственный момент. Карамель у нас при контакте с горячим зефиром может слегка подтекать. То есть она может немножко вытечь по стенкам зефира, в этом ничего страшного нет. После того, как она немножко вытечет, она застынет, тем более мы будем потом припудривать зефир сахарной пудрой, и карамель уже течь не будет, вот она как вытекла, так и останется в такой же форме. То есть не пугайтесь, если она прям немножко вытечет. Как вы видите, карамель у меня не сильно жидкая, то есть если у вас карамель как соус, то она не подойдет. Либо же вам нужно чуть-чуть ее подержать в холодильнике, чтобы она стала немножко гуще. Либо же все-таки использовать правильную густую карамель. Таким же способом отсадки можно приготовить зефир, например, с мармеладом. Вы готовите мармелад, нарезаете его на кусочки, вкладываете в серединку зефира и закрываете вторым слоем. И у вас получится довольно интересный зефир с мармеладом. Но сегодня мы готовим кофейный зефир с карамелью, поэтому буду рассказывать о нем. Я сразу рекомендую вам подготовить чуть больше рабочей поверхности. У меня не хватило моей подложки, поэтому я очень быстро достала фольгу и отсаживаю зефирную массу уже сюда на фольгу. Но все-таки нужно было заранее подготовить чуть больше пространства для зефира, но не страшно. Еще хотела немножко сказать про кофе. Я использую молотый кофе, качественный, но можно взять и растворимый, но только тот, в качестве которого вы уверены, потому что вкус кофе напрямую влияет на вкус зефира, это логично. И, пожалуйста, не добавляйте слишком много кофе, потому что в нем содержатся масла, а масла влияют на структуру зефира, то есть у вас зефирная масса может просто растечься, если вы неправильно добавите кофе, поэтому с этим будьте осторожны. А наш зефир готов. Теперь необходимо его просушить при комнатной температуре. Оставляем его в комнате. Не нужно его ничем накрывать, убирать в духовку. Просто оставляем в комнате примерно на сутки. Все зависит от влажности в вашем помещении. Если в квартире сухо и работают батареи, то вполне достаточно 8-10 часов для полного высыхания зефира. Как видите, у меня слегка потекла карамель, но опять же в этом ничего страшного нет, она не будет растекаться после высыхания зефира, вот она как вытекла, так и все, ничего с ней не будет происходить, поэтому не особо это страшно. И учтите, что сахарной пудрой мы сейчас не покрываем зефир, мы отсадили и убираем его куда-нибудь в сухое место при комнатной температуре. А мой зефир уже готов. Как проверить, готов он или нет? Смотрите, когда вы трогаете его пальцами, на пальцах не остается следов зефира, то есть он абсолютно сухой. Конечно, его нужно припудрить пудрой, но вы уже понимаете, что он высох. И дно абсолютно сухое, там нет влаги. Если донышко выделяет влагу, то либо зефиру нужно еще подсохнуть, либо вы нарушили технологию его приготовления. Теперь берем сахарную пудру, обязательно просеиваем ее, потому как если не просеять, на зефире будут некрасивые крупные кусочки сахарной пудры, они смотрятся не очень аккуратно, поэтому обязательно просеиваем зефир. Соединяем две половинки и притрушиваем зефир хорошо со всех сторон. Не жалейте пудры,
Желательно, чтобы зефир полностью был покрыт пудрой. Просто лишнюю пудру вы струшиваете вот такими движениями, либо, если вам так не нравится, можете взять кисточку, но привычнее это делать руками. Точно так же мы поступаем со всеми зефирками. Если вам нравится более классическая форма отсадки зефира, пожалуйста, можно зефир отсадить хоть в форме ракушечек, как мы привыкли видеть в магазине, но тогда там будут нюансы также по начинке. Будет чуть сложнее спрятать какую-либо начинку в зефир, но можете попробовать, как у вас получится. Напишите потом в комментариях, получилось или нет. Этот зефир получается просто безумно вкусным. Сочетание с карамелью и кофе это чем-то даже похоже на тирамису. Так как этот зефир с карамелью, а карамель содержит сливочное масло, то после приготовления зефир нужно хранить обязательно в холодильнике, в контейнере герметичном, который не пропускает воздух. И вы только посмотрите на эту красоту. Зефир получается невероятный, красивый, вкусный. Карамель не растекается, но в то же время она довольно жидкая. Этот зефир настолько фотогеничный, что вы уже, наверное, понимаете, какой он вкусный. Обязательно расскажите, что у вас получилось. А я напоминаю, что мои видео выходят по вторникам и пятницам. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.